Сегодня про Росатом. Но не про атом, а про государственную корпорацию Российской Федерации. И вот тут я оборву произнесение полного названия. Вряд ли кто-то с больших трибун и в больших СМИ делал даже попытки заговорить о том, что это корпорация России, страны, в которой работает уже 6 сотен компаний, входящих в контур Росатома. НИИ, заводы, конструкторские бюро и далее по списку в городах и не только. Во всех этих компаниях люди в светлых и теплых цехах и офисах, которые после трудового дня хотят домой, в свои теплые и светлые квартиры. И чтобы там теплые батареи зимой, кондиционеры летом, горячая вода в душ круглый год, дети в теплых и светлых классах. Росатом, безусловно, стремится ввысь, но ногами-то он на земле. Подсказку для сегодняшней передачи мне выдал наш премьер-министр Михаил Владимирович Мишустин, который 21 января этого года, встречаясь перед камерами с генеральным директором Росатома Алексеем Евгеньевичем Лихачевым, произнес вот такие слова, процитирую. «И здесь у вашей компании особая роль. Прежде всего, конечно, по строительству экологически чистых электростанций, чтобы бесперебойно снабжать светом, теплом, энергией наши дома, людей, бизнес». Я сегодня настолько добрый, что даже прощаю этот вот экологически чистые подстанции. Поскольку то, что Мишустин произнес слово «тепло», дорого стоит. Ну, хотелось бы, чтобы, конечно, не очень дорого, чтобы тарифы не росли. Росатом. Закрытое административно-территориальное образование. Зато перечислю не только названия, но и регионы. Саров, Нижегородская область. Заречный, Пензенская область. Лесной Новоуральск, Свердловская область. Озерск, Снежинск и Трехгорный, Челябинская область. Северск, Томская область. Железногорск и Зеленогорск, Красноярский край. Здесь точно важнее всего именно экологически чистые или же свет и тепло? Мне вот что-то кажется, что вот прямо сейчас, в феврале месяце, свет и тепло. Росатом, Наукограды ядерного направления. Троицк, Дубна, Протвино, Черноголовка, Московская область. Обнинск, Калужская область, Кольцово, Новосибирская область. Росатом, моногорода. Димитровград, Ульяновская область, Глазов, Удмуртия, Краснокаменск, Забайкалье, Усолье-Сибирская, Иркутская область. С моногородами Росатома все просто. Кто рабочие места обеспечивает, тот за свет и за тепло отвечает. При этом в Удмуртии, в Забайкалье, в Иркутской области атомных электростанций у нас пока еще нет. Это я к тому, что для атомной корпорации важна критически необходима традиционная тепловая генерация. Уголь, природный газ, дизельное топливо и даже мазут для нее тоже свои родные. При всех научных и технических прорывах Росатома в ядерной отрасли есть и другие, так скажем, технологические традиции. Все ЗАТО, которые я перечислил, начали создаваться в середине 40-х прошлого века. Первая АЭС появилась, как известно, только в 1954 году, когда спецкомитет, только-только став Министерством среднего машиностроения, развивался уже с невиданной скоростью. Когда слышишь слова «производственное объединение «Маяк», сразу вспоминаешь про первый промышленный реактор, про плутоний для нашей первой бомбы. Это правильно. Но заводы в Челябинской области уже были обеспечены электроэнергией. Жилые поселки постепенно переходили на централизованное отопление. Так что и котельная, и система водообеспечения и водоотведения – это для Росатома не менее родные слова, чем все вот эти тепловые и быстрые нейтроны, металлургия плутония и прочие обогащения урана вместе с производством изотопов и серьезнейшими опытами на ускорителях разного типа. Города, в которых расположены крупные предприятия Росатома. Есть среди них такие, где 40-градусные морозы не потрескивают. Например, Неман в Калининградской области, где вот только что в декабре прошлого года начала работу первая в России гигафабрика по производству литий-ионных накопителей энергии. Алабуга, Татарстан. Если кто вдруг не в курсе, фактически композитная столица России. Очень интересное и динамически развивающееся направление. Начав с производства углеволокна из импортного сырья, Росатом менее чем за 10 лет освоил всю вертикаль, от пан-прекурсоров до конечных изделий. Пан – это полиакронникрильный, все как любят химики, которые обижаются, если при произнесении их профессиональных терминов у постороннего человека язык в узел не завязывается. Пан-прекурсор, если грубо, нить, из которой ткут жгуты и углеволокно, которое теперь стараниями атомной корпорации больше не требуется завозить извне. Россия стала самодостаточной в этом направлении. Подозреваю, что и в самом Росатоме удивились тому темпу, с которым растет спрос на углеволоконную продукцию. Начинали с поставок в Китай, но Китай быстро импортозаместился.
Стали поставлять в Европу, но угодили под тамошнее безумие под названием антироссийские санкции. А теперь вот за экспорт бороться нет смысла. Успеть бы с российскими заказами справиться. Конечно, композитный дивизион Росатома заслуживает отдельной передачи, и даже не одной. Но сегодня немного о другом, очень коротко. По грубым оценкам, только завод в Алабуге потребляет десятки миллионов киловатт-часов в год. А всего в этом дивизионе вот уже помимо головного 5 предприятий. В Москве, в подмосковной Дубне, в Саратовской области и в Челябинске. Я постараюсь как можно более наглядно показать, что Росатом не только производитель, но и один из крупнейших потребителей электроэнергии в России. Просто его предприятия и города не сосредоточены в одном месте, а находятся в десятках регионов. И, конечно, атомная корпорация России – производитель далеко не только атомной электроэнергии. А те относительно скромные, в кавычках, данные, которые мы с вами видим в его отчетах, больше похожи на вишенку на торте. В этом кулинарном изделии немало слоев. Электростанции газовые, угольные, ветровые, дизельные, и помимо них более 300 котельных, поскольку без тепловой энергии в нашей России разве что кладбище обходится. Везде и повсюду нам требуется тепловая энергия, о чем стесняются вслух говорить многочисленные энергетические чиновники, изо всех сил зажмуриваясь на факт, отменить который не удается. 2/3 первичных энергетических ресурсов, используемых внутри России, идут на производство тепла. Такой вот у нас с вами климат, не африканский ни разу. У нас даже вон поселок Африкан, да и тот за полярным кругом. Ангарск, Иркутской области. Здесь расположен Ангарский электролизный химический комбинат, очень важный для топливного дивизиона Росатома. Не самый крупный обогатительный завод в составе корпорации, но на конверсию, центрифуги и реконверсию десятки мегаватт-часов в год вынь да положь. Оно, конечно, Иркутская область, Братская и Иркутская ГЭС в шаговой доступности, но область-то Иркутская. Потому в Ангарске трудятся 2 угольных ТЭЦ с номерами 9 и 10, с установленными мощностями 540 мегаватт и 2200 гигакалорий в час у ТЭЦ-9 и 1100 мегаватт и 560 гигакалорий в час у ТЭЦ-10. Все, как сказал господин премьер-министр. Росатом бесперебойно снабжает светом, теплом, энергией наши дома, людей и бизнес. С зеленоватостью, вот правда, далеко не всегда. Но в Восточной Сибири зимой ехать, а не шашечки. Город Владимир для Росатома – это производственное объединение «Точмаш», то есть производство урановых и не только газовых центрифуг. Здесь же, в Владимирской области, Ковров и его Ковровский механический завод. Это тоже про центрифуги. Еще одно предприятие и еще один город в Владимирской области – Росатом стекловолокно в Гусь-Хрустальном. И вот что-то мне кажется, что здесь бесперебойное снабжение теплом и электроэнергией критически важно. Технологии и ультрасовременная продукция – это здорово, но кварц как плавился при 1300-1500 градусов Цельсия, так и плавится. Завод в Гусь-Хрустальном вышел на производительность в 55 тысяч тонн стекловолокна. А это никак не меньше 2-2,5 миллиардов киловатт-часов в год. И для стружки стекловолокна еще и тепла нужно где-то так 40-50 гигакалорий в час. При этом тепло нужно непосредственно в цехах, где, собственно, газовые котельные и установлены. И еще разок Свердловскую область, поскольку в ее столице с абсолютно логичным названием Екатеринбург Сверд-НИИ-Химмаш. Сейчас от меня не заклинание, а перечисление оборудования, которое выпускает это научно-производственное объединение. Для предприятий ядерного топливного цикла и для АЭС, для опреснения соленых вод и для водоподготовки для теплосетей, для химической и металлургической промышленности, для нефтегазовой промышленности и для переработки общепромышленных отходов. Средняя температура в Екатеринбурге в январе минус 14, если что. Не получится сказать, что всегда тепло в Подмосковье, где у нас не только электросталь с машиностроительным заводом, но и знаменитый на весь город Подольск. Про Подольск вот точно не шутка, поскольку именно здесь, в французском бюро «Гидропресс», которое вот только что отметило свое 80-летие, разработана конструкция всех реакторов ВВР, которые работают не только в России, но и в Болгарии, Белоруссии, Венгрии, Финляндии, Китае, Индии, которые строятся в Бангладеш, в Турции, в Египте. ЗИО Подольск, завод имени Орджоникидзе, это не только оборудование для тех же ВВР и для быстрых натриевых реакторов, но теперь еще и все реакторы класса «Ритм» для наших атомных ледоколов и плавучих атомных электростанций. Подольск – это еще и научно-производственное объединение, которое, как говорили в оные годы, светит в космос. Маловато? Росатом вот именно так и посчитал, поэтому и начал строительство в селе Красная Пахра, которое в 18 километрах от центра Подольска, строительство второй литий-ионной гигафабрики, ввод в эксплуатацию которой намечен на этот 26-й год.
Заводу, будущей фабрике, конструкторскому бюро, ученым и лабораториям нужны свет и тепло. Нужны, как бы оно прозаично не звучало, наличие воды и исправно работающая канализация. Нет, никто не говорит, что это обязанность исключительно Росатома, поскольку речь идет о вполне состоявшихся городах, которые к закрытым не относятся. Но и сказать, что атомной корпорации до этого вообще нет дела, тоже не получится. Гидропресс в числе энергетических подразделений корпорации я упомянул, кстати, не случайно, поскольку у этого конструкторского бюро есть собственные цеха, в которых производится весьма серьезное оборудование, критически важное для АЭС. Научно-производственное объединение «Луч» – это лаборатория, требующая надежного и бесперебойного обеспечения электроэнергии с изумительными по точности показателями напряжения и частоты. Потому сразу два риторических вопроса. Мог ли легендарный Минсредмаш не приглядывать за энергообеспечением подмосковного городка Подольск? А Росатом себе такую роскошь, понадеяться на кого-то другого, может себе позволить? Очевидно, что оба ответа отрицательные. От столицы России переместимся чуть севернее, в славный город Санкт-Петербург, и в область, центром которым он является. В Ленинградскую, само собой. Екатеринбург – столица Свердловской области, Санкт-Петербург – столица Ленинградской области. С логикой у нас вообще все в полном порядке. Санкт-Петербург – место сосредоточения опорного вуза Росатома и сразу нескольких НИИ. Но сегодня речь не о них, а о куда как более энергоемком Балтийском заводе нашей кузницы атомных ледоколов. Да, намечавшаяся была сделка по продаже Балтийского завода Росатому не была реализована, но факт остается фактом. Росатом для Балтийского завода – крупнейший заказчик, а в обратную сторону – Балтийский завод для Росатома и вовсе уникален. И, разумеется, судостроительный завод требует энергии. Много и постоянно. В пригороде Питера НИИ «ЭФА», НИИ электрофизической аппаратуры, который в декабре стал еще одним крупным энергопотребителем. Здесь создан криогенный стенд, на котором возможно проведение тестовых испытаний всего комплекта оборудования, необходимого для крупнотоннажного производства СПГ. Уникально не только для России, но и для Европы. Поддерживать температуру жидкого азота минус 196 градусов и сжиженного природного газа минус 162 градуса необходимо круглосуточно, со всеми отсюда вытекающими по запросам на объемы электроэнергии последствиями. Еще чуть дальше от центра города поселок Колпино с его знаменитыми ижорскими заводами тяжелого машиностроения. С 2022 года Ижора вошла в состав энергомашиностроительного дивизиона Росатома. С запросами на энергию все становится ясно при простом перечислении производственных подразделений. Сталеплавильное производство, кузнечно-прессовое производство, производство термическое и механообрабатывающее. Да, очень хочется рассказать о каждом из заводов и производственных объединений. Но сегодня только о том, насколько Росатом глубоко погружен в энергетику не атомную, а в куда как более традиционную. Раз уж оказались на северо-западе России, давайте из Санкт-Петербурга пойдем на север. Столица Карелии для Росатома – еще один его машиностроительный завод – Петрозаводск-МАШ, крупнейшее в республике предприятие этого сектора. Корпусное оборудование, трубная продукция и так далее. То есть снова прессы, штампы, литье. Надеюсь, что можно без комментариев. Карелия. Прохладно, но не холодно, если сравнивать с некоторыми иными местами, где расположены крайне важные для Росатома объекты. Уважаемые морозостойкие зрители и слушатели, давайте на Кольский полуостров виртуально прогуляемся. Про Мурманск тоже не забудем, поскольку база номер 92 когда-то, а ныне главный порт Атомфлота, серьезный потребитель электрической и тепловой энергии, серьезный работодатель для своих сотрудников. Ну и раз мы о флоте, то стоит помнить, что в Мурманской области расположены 3 объекта так называемого ядерного наследия. Атомный подводный флот его оставлял весьма щедро, а в наше время вся работа с выведенными из эксплуатации ядерными реакторами подлодок и облученным ядерным топливом поручена Росатому. Губа Андреева, Сайда-Губа и зато островной, как сейчас стала называться, база Гремиха. Это, конечно, не про тысячи и даже не про сотни мегаватт, а про надежность энергообеспечения в любых погодных условиях и при любых внешних обстоятельствах, включая уставшие от жизни опоры линии электропередач. И здесь же, на отнюдь не тропическом полуострове, у Росатома еще 2 добычных проекта на разных стадиях развития. Редкоземельный на Лов-озере и литиевый на Калмозерском месторождении. Добыча на Лов-озере ведется достаточно давно, потому это уже состоявшийся постоянно населенный пункт,
Поселок Ревда, от которого до Мурманска всего ничего, около 160 километров по автодороге. На Калмазерском месторождении после его расконсервации все только начинается. Я сейчас не столько о разработке руды и ее обогащения, сколько о том, что это тоже будет весьма заметный потребитель как электрической, так и тепловой энергии. Так что господин Мишустин еще и об этих двух точках на карте России. Просто он очень коротко, вот и приходится разбираться, что же именно осталось между строк. Мурманск – это уже Арктика, но тут еще более-менее тепло, поскольку Гольфстрим где-то рядом журчит. А давайте восточнее, на Северный Урал. Есть в Пермском крае город Соликамск, а в нем магниевый завод СМЗ – Соликамский магниевый завод. В его биографии была и приватизация, и много всего разного, но теперь он еще одна частичка Росатома. И именно здесь строится то, чего в России раньше никогда не было. Цеха, в которых будет идти извлечение из руды редкоземельных металлов отдельных химических элементов, или на профессиональном языке разделение коллективного концентрата на индивидуальные оксиды редкоземельных металлов. А это многоступенчатая гидрометаллургия. Сотни ступеней экстракции, реэкстракции, насосы, мешалки, перекачка больших потоков, управление температурой. И, конечно, все это требует огромного количества вспомогательных систем. Вентиляции, газоочистки, водоподготовки и водооборота, компрессоры, контрольно-измерительная аппаратура, освещение, обогрев цехов. А еще часто собственное тепло, пар и горячая вода для режимов санитарии, сушки, кристаллизации. Такие процессы плохо любят любые остановы. Потому резервирование электрики и тепла почти всегда закладывают серьезное. Из открытых материалов по проекту на Соликамский магниевый завод подтверждается, что речь идет именно о разделительном производстве с промышленной мощностью порядка 2500 тонн готовой продукции в год, и что проект перешел в стадию строительства и реализации. Предполагаемый срок запуска – 2027 год. Разумеется, об энергообеспечении пока никто не вспоминает. Это ведь у нас некая фигура умолчания. А речь может идти о сотнях мегаватт мощности необходимой генерации. Даже виртуальное путешествие по этим регионам заставило почувствовать мороз? Тогда пора на юг, в Ростовскую область, в славный город Волгодонск. Город-спутник Ростовской атомной электростанции и город, в котором работает гигант «Атоммаш». Про «Атоммаш» не передачи, а серии книг писать можно. Но, если совсем коротко, его промышленный парк имеет мощность от 400 до 500 мегаватт, большинство из которых требуется практически в режиме 24/7, поскольку промышленный гигант выполняет заказы не только для атомной энергетики, но и для нефтехимических предприятий. В Волгодонске есть еще несколько предприятий Росатома, в том числе и производящие оборудование гондол для турбин ветроэлектростанций, ступицы, генераторы и системы охлаждения. Но по энергопотреблению они точно не ровнее могучему «Атоммашу». Логика подсказывает, что с энергообеспечением одного из своих важнейших предприятий Росатом справляется одной левой, ведь Ростовская АЭС расположена в практически шаговой доступности. Но не тут-то было. Наши великолепные правила энергетического рынка не позволяют этого. Генерируемая электроэнергия уходит в общий котел и проходит через все чрезвычайно нужные, важные, жизненно необходимые этапы. Рынок на сутки вперед, Россети, территориальная сетевая организация, сбытовая компания. Это совершенно логично, иначе ведь Росатом получит дополнительное конкурентное преимущество. А этого допускать нельзя ни в коем случае. Это может закончиться полной катастрофой. Может снизиться стоимость компонентов наших атомных электростанций. Вот, проговорил, и волосы дыбом стали. Нет, никак нельзя ничего подобного допускать. Только через всех посредников, чтобы они, бедолаги, без мзды не остались. Впрочем, это отдельная тема. По промышленным объектам Росатома, пожалуй, обзор на сегодня завершим. Про закрытые города и наукограды придется, похоже, отдельно поговорить. Разве что напомню, что для них АЭС не строили. Снабжение электроэнергией и тепловой энергией идет за счет вполне традиционных источников – угля и газа. Мне кажется, это немного ломает шаблон. Мы ведь привыкли смотреть на Росатом как на самую передовую научную высокотехнологичную корпорацию, не так ли? Журналисты вообще не любят даже пытаться совмещать атомную энергетику, квантовые технологии, ускорители, производство изотопов и прочие атомные чудеса с подобного рода вульгарностью. Сами подумайте, тут вот газовые центрифуги, вон там лазеры и ускорители, а тут какие-то вагоны с углем. Но это Россия, детка. Тут надо на ногах стоять, а не в облаках витать. Я вам больше скажу. И про дизель в Росатоме все отлично знают, и про мазут не понаслышке. Продолжим слом шаблона. Переходим к добычным проектам атомной корпорации. Кто в России не знает село Укчанское, Песчано-Каледино и Труд и Знания? Ой, никто не знает?
А зря, между прочим. Это Курганская область, это производственное объединение «Далур», и это, конечно же, уран для наших АЭС. Вот нельзя не согласиться с господином премьер-министром. АЭС реально экологически чисты, но никуда не исчезает детский вопрос. А вот в этих 3 селах точно важнее шашечки, а не ехать? Вообще, хорошо ведь вот такую тему поднимать именно зимой, поскольку холод помогает думать, как бы в нем жизнь поуютнее устроить. Летом на слова «котельная», «уголь», «мазут», «солярка» никто не реагирует. А сейчас порой даже мысли про доску из соседского забора с двойным стандартом. Курганская область – это не сильно холодно? А давайте тогда еще на географию Росатома посмотрим и удивимся тому, что это не отдельный предмет в школьной программе. Ивенкия, Баунтовский район, Бурятия. Это акционерное общество «Хиагда». И это сызново добыча урана на месторождение «Источное». Те, кто добывают руду и обеспечивают ее транспортировку, могут улыбнуться тому, что и про них господин премьер-министр вспомнил, потому как тепло и электричество и тут нужны, и Росатом их обеспечивает. Вам все еще тепло? Добычной дивизион Росатома, который сменил родное до сентиментальной ностальгии название «Атомредминзолото» на непривычное «Росатомнедра» – это далеко не только уран. Название случайным не было. Атомной индустрии, помимо урана, требуются и редкие, и редкоземельные металлы. А к редким примеру относится такой замечательный металл, как титан. Росатомнедра, в числе прочего, это теперь и туганское месторождение титан-циркониевых руд в Томской области. Шаговая доступность от областного центра, всего 40 километров. Но отсутствие необходимости обустройства жилого поселка не избавляет от обеспечения энергии горно-обогатительного комбината «Ильменит». Здесь, конечно же, тоже больше всего думают, напряженно и волнуясь, именно об экологической чистоте. Простите за иронию, но трудновато сдерживаться. Росатомнедра, как видите, трудится в местах курортных, экологически чистых. Вот, например, Ильконское урановое месторождение в Валданском районе Якутии, крупнейшее в России, долгое время пребывавшее в законсервированном состоянии. Дело, кстати, не в событиях 1991 года. Все прозаичнее. Содержание урана совсем невысокое, ниже, чем в Краснокаменске, чем в Курганской области, чем в Бурятии. Но с учетом того, что есть требования президента о росте атомной энергетики до 25% в энергобалансе России, с учетом красивой генеральной схемы размещения объектов электрогенерации до 2042 года, настала пора прощаться с консервированием. Раз уж Росатом про Илькон вспомнил, нельзя не коснуться чуть подробнее. Проект «Большой Элькон» – это в общей сложности 40 месторождений урана на крохотной площади, всего-то 1500 квадратных километров. Это 295 тысяч тонн урана в руде с содержанием всего 0,149%. Открыта эта невероятная подземная кладовая совсем недавно, в 1959 году. Так что, если у Росатома все пойдет по плану, можем зафиксировать. Современная Россия пошла дальше, чем сумела это сделать советская власть. Причина неторопливости тоже вполне понятна. В те годы как-то сподручнее было работать в Средней Азии, чем на этом курорте на юге Якутии, где отсутствует любое жилье и инфраструктура от слова «вообще». Лицензии у Росатома не на все рудное поле, а только на 6 месторождений, в том числе и на северное, о котором в последнее время не единожды упоминали многие СМИ. Занятно, что в этих новостных сводках речи об урановой руде вообще не идет. Речь идет о том, что по итогам 2025 года Росатомнедра... Нет, не могу, все равно Атомредминзолото, поскольку за год сумели взять 1,5 тонны золота. Название Атомредминзолото придумали далеко не самые глупые люди, честное слово. Северное – это золото-урановое месторождение, и разрабатывается сейчас его верхняя часть с добычей золота и серебра из окисленных руд. Открытая отработка плюс кучное выщелачивание с выпуском сплава Даре. Сплав Даре, если что, это черновое золото-серебряное сырье с содержанием драгметаллов от 70 до 90%, которое доводится до ума уже на афинажных заводах. Руда северного месторождения прекрасна тем, что из нее сначала можно извлечь золото и серебро, а вторым этапом уже уран. Промыли руду кислотой, полезный продукт, сплав Даре, извлекли. И из этой же руды на втором этапе будет извлекаться уран. Монетизация, как видите, проходит крайне оперативно. Полученная прибыль будет направляться на дальнейшую разработку Большого Элькона. Денег понадобится действительно немало. В заявленных планах Росатома фигурирует добыча 2,5 миллионов тонн урановой руды в год. Причем добыча будет шахтной, скучным выщелачиванием извлеченной породы. Но инвестиции – это одно.
А то, что Элькон станет очень крупным потребителем энергии, это уже совершенно очевидно. И так уж совпало, что в октябре минувшего года компания «Эльга» заявила о том, что готова реанимировать и реализовать проект Канкунской ГЭС. Ну а месяцем позже Росатом официально сообщил о том, что поход на Большой Элькон уже начался, и останавливать его корпорация не намерена. Почему я о двух проектах в одной фразе? Из-за географии, конечно. Канкунская ГЭС, несмотря на мексиканское звучание названия, это проект на реке Тимптон в Алданском районе Якутии. Нет, я, конечно, в этих прекрасных местах все еще не побывал, но по карте от створы реки, в которой планировалось строительство Канкунской ГЭС, до Элькона 150 километров. Проектная мощность ГЭС – 1000 мегаватт. И все еще хочется верить, что угольные гидроэнергетики встретятся с золотыми добытчиками урана и найдут общий интерес. Пока в открытых источниках ни один федеральный или республиканский орган власти никакого интереса к Канкуну не проявлял. Как не было заинтересованности и со стороны сетевых компаний или системного оператора. Впрочем, это все гипотетически, а практически Элькону нужна электроэнергия и тепло, как совершенно справедливо и отметил господин Мишустин. И пусть он простит меня грешного, в данном случае про экологичность, как бы это помягче-то. Давайте так. Город Алдан и угольную столицу Якутии, город Нерингри, связывает Амуро-Якутская железнодорожная магистраль. Предлагаю считать, что я только что невероятно тонко намекнул на толстые и промерзшие обстоятельства. И чтобы закончить обзор добычных проектов Росатома, которым без генерации энергии просто не жить, предлагаю заглянуть еще и на Чукотку. Недалеко от побережья Чукотского моря, совсем рядом с Певеком, всего-то... Нет, про особенности расстояния на Чукотке нельзя не напомнить. По автозимнику получается 400 километров, а летом это для транспорта повышенной проходимости 650 километров. Такие же чудеса и про трассу до поселка Эвгикинот, который является административным центром Иультинского района Чукотки. Подозреваю, что географически я сейчас всех окончательно запутал, потому вот такой кусочек карты вашему вниманию. Красная точка наверху, совсем недалеко от берега Чукотского моря, это и есть месторождение Савиное. Много коричневых точек чуть ниже надписи «Восточно-Чукотская фланговая зона». Райцентр Эгвикинот. Цифры наверху тоже внушают. Если месторождение Савиное находится в восточном полушарии, то Эгвикинот – в западном. Кто хочет, может начинать напевать «Широка страна моя родная». Песня красивая, а карта для того, чтобы алгеброй гармонию поверить. Ну, а если уж действительно про широту, то Эгвикинот расположен южнее Северного полярного круга, месторождение Савиное – севернее. Что касается дороги из райцентра до месторождения, то вместо нее наличествует только логистика. Хотя название аэропорта в райцентре красивое, запоминающееся. Аэропорт «Залив Креста». И давайте еще немножко про экзотические названия. Месторождение Савиное находится внутри Пельхин-Кууль-Рывеемского золотоносного узла. Геологи Росатома ведут поисковые работы еще на двух месторождениях – на Даре и на Рывееме. ЦНИ-ГРИ – Центральный научно-исследовательский геолого-разведочный институт цветных и благородных металлов в 2023 году оценил потенциал Чукотского кластера в 500 тонн золота. Поскольку на биржевых котировках золота в тройских унциях, могу пересчитать мне не лениво. 1 тонна – это 32 150 тройских унций с округлением. Цену унции сейчас назвать сложно, пусть, к примеру, $4500 США. Умножаем и сходу делим на 2, поскольку частота слитка требует жертв. Итого 16 миллионов тройских унций, да на 4500 умножить и на 2 разделить. Потенциальный золотишко на Чукотке в этом ее уголочке где-то так на $36 миллиардов наиболее вероятного противника. Для Росатома недра – это проект Эльконский ГМК, горно-металлургический комбинат, реализация которого, если повезет, вот в этом 2026 году и начнется. И вот тут все на 100% в соответствии с пожеланием нашего премьер-министра. Росатом действительно намерен обеспечить этот проект экологически чистой и надежной энергией. Именно здесь предусмотрено использование первой в мире реакторной установки капсульного типа – реактора «Шельф-М» мощностью до 10 мегаватт. Каким-то чудом Росатом сумел договориться с владельцем лицензии на месторождение Савиное. Просто вот повезло, что Росатом недра взяли, да и внезапно согласились на использование этого ноу-хау. И, разумеется, если есть желание обсудить, что такое этот «Шельф-М», кто и для чего разработал проект такого реактора, пишите в комментариях.
Обычно ведь россиянам то, что происходит в России, раз так в 10-20 менее интересно, чем то, что происходит в Европе. Ну, мало ли, а вдруг? Ну, и исключительно для того, чтобы завершить виртуальное путешествие вдвоем с Росатомом по России, совсем уж Дальний Восток. В генеральной схеме генерирующих объектов до 2042 года, среди прочего многого, заявлены планы и на строительство АЭС в Приморском крае. Достаточно быстро после того, как генсхема была одобрена правительством, в Росатоме весьма уверенно заговорили, что наиболее вероятной локацией для будущей АЭС вероятнее всего станет ЗАТО Фокино. ЗАТО атомная, но закрыл его не Росатом, а наш Тихоокеанский военный флот, причем в давние годы исторического материализма. Но уверенность мирных атомщиков основана на том, что тут имеется еще один объект ядерного наследия. В бухте Разбойничьей на ответственном хранении находятся реакторные отсеки, выведенных из эксплуатации атомных подводных лодок. И прямое следствие – великолепная изученность территории с точки зрения геологии. Этот пункт долговременного хранения представляет собой изолированную береговую инфраструктуру с небольшим вахтовым персоналом и круглосуточным потреблением электрической и тепловой энергии, что обеспечивается все теми же традиционными источниками. Вот теперь, кажется, все. Я вместе с вами, уважаемые зрители и слушатели, виртуально прогулялся от Немана до Фокина, постаравшись показать Росатом как крупного потребителя традиционной тепловой и электрической энергии, но потребителя не обычного, а распределенного. В начале передачи я проговорил названия закрытых атомных городов и находящихся в ведении Росатома моногородов и наукоградов. Каждый из них, как и все остальные объекты, вполне может быть темой для отдельных передач. Разумеется, на основании только той информации, которую можно почерпнуть в открытых источниках. А с точки зрения энергетического обеспечения предлагаю поразмышлять самостоятельно, используя данные вот из этой таблицы. И еще один нюанс, касающийся городов-спутников АЭС. Далеко не всем из них хватает генерации на АЭС, поскольку часть из них слишком велики, а в некоторых, очень уж холодно, без котельных просто никак. Потому вот еще и вторая таблица, тоже для подумать. Энергодар в нашей Запорожской области не добавил не из-за отсутствующей у меня политкорректности, а потому что численность населения на сегодня известна только соответствующим ведомствам. В те годы, когда создавались, росли все эти города, легендарное Министерство среднего машиностроения безо всяких шуток было государством в государстве. Современные, умнейшие мысли о приватизации котельных и ТЭЦ никому в голову не приходили даже в дурном сне. Как никто не думал и обо всех аббревиатурах, ставших нам привычными – Россети, ТСО, ФАС и далее по списку. Минсредмаш управлял и обеспечивал достойную жизнь не только в перечисленных сегодня городах, поскольку уран добывался, руда перерабатывалась в Средней Азии и в Эстонии, атомный сектор Украины был действительно могуч, АЭС в Армении не была заграничным предприятием. Странно, но ведь справлялись даже без рынка электроэнергии на сутки вперед, из бытовых компаний с гарантирующими поставщиками и совета рынка. Жуткие были времена, что еще сказать. Волосы дыбом даже на лысине. Сейчас вообще страшно скажу. Если по каким-то причинам Минсредмашу требовалось участие Минэнерго, эта самая Минэнерго не объявляла конкурсные отборы мощности, не искала генподрядчиков и не беспокоилась о EPC-контрактах, а само проектировала и само строила. Зря я это сказал. Вам же после такого уснуть не удастся, или кошмар будут сниться. Но вот такая тяжелая была жизнь. Не было у нас эффективных частных собственников и прелестных рыночных отношений. А здравый смысл был. И главной составляющей в работе Минсредмаша были слова «ответственность» и «логика», а не «рынок все решит». И главная причина, по которой лично мне нравится стиль Росатома, он не вычеркивает из своего лексикона ни ответственность, ни логику. Люди, как главная ценность атомного проекта, предприятия и шахты должны быть обеспечены энергией. Вот это основополагающее требование Росатом не отменил. Как это реализовано в настоящее время, точно не один рассказ, поскольку все не очень просто. Но Росатом научился обеспечивать не только города и веси, к которым он имеет прямое отношение, но и целый регион России, который всем нам важен и нужен. С Росатомом, как с очень крупным распределенным потребителем энергии, мы сегодня бегло, но познакомились, пусть и далеко не полностью. Разговоры о Росатоме как производителе энергии не на атомных электростанциях, а на традиционных тепловых источниках впереди. Если, конечно, такая тема интересна. Надеюсь, что в отзывах вы об этом напишите, уважаемые зрители и слушатели.